Здравствуйте, дорогие друзья, гости нашего канала. С вами Людмила. Сегодня предлагаю связать вместе со мной теплые пинетки на ребенка 3-4 месяцев. Вязать начинаем с подошвы. Набираем цепочку из 12 воздушных петель. В четвертую петлю от крючка вяжем столбик с накидом, столбик с одним накидом. В эту же четвертую петлю провязываем еще 2 столбика с одним накидом. Всего у нас получилось 4 столбика с одним накидом из одной петли. Дальше вяжем по одному столбику с накидом из каждой петли цепочки. Из последней петли цепочки вывязываем 8 столбиков с одним накидом, все из одной петли. Провязали 8 столбиков. Теперь вяжем по одному столбику с накидом в каждую петлю до той петли, из которой мы провязывали 4 столбика.
Из этой петли, в которую мы вязали 4 столбика в начале, вяжем еще 4 столбика с одним накидом. Теперь в третью петлю подъема провязываем соединительный столбик, заканчиваем ряд. Первый ряд мы провязали. Теперь набираем 2 воздушных петли подъема. В эту же петлю, из которой вязали воздушные петли, провязываем столбик с одним накидом. И в следующие 3 петли также по 2 столбика с одним накидом в каждую петлю. Всего из 4 петель у нас должно получиться 8 столбиков с одним накидом. Дальше провязываем в каждую петлю по одному столбику с одним накидом. Вяжем до закругления из 8 столбиков. Когда довязали до закругления, вяжем в каждую петлю по 2 столбика с одним накидом. В результате тут у нас из 8 столбиков должно получиться 16 столбиков с одним накидом. Провязали 16 столбиков и дальше до закругления следующего вяжем по одному столбику с одним накидом в каждую петлю. На закруглении в 4 последних петли будем вязать по 2 столбика с одним накидом. Последний соединительный столбик во вторую петлю подъема. Заканчиваем ряд. Второй ряд у нас готов. Теперь приступаем к третьему. Вяжем 2 воздушных петли подъема.
В эту же петлю вывязываем столбик с одним накидом. В следующую петлю также вяжем столбик с одним накидом. В следующую петлю вяжем 2 столбика с накидом. И по всему закруглению здесь уже мы будем чередовать один столбик в одну петлю, потом в другую петлю 2 столбика с одним накидом, потом снова один столбик с одним накидом, снова 2 столбика с одним накидом. Так провязываем все петли вот этого закругления. Провязали все петли, чередуя 1-2 столбика закругления. Дальше по одному столбику с накидом в каждую петлю уже до закругления из 16 следующих столбиков. На закруглении вяжем точно так же, чередуя 2 столбика с одним накидом из одной петли, из следующей 1 столбик с накидом, из третьей 2 столбика, потом из четвертой 1 и так далее. 2, 1, 2, 1. Более подробно этот процесс весь вы можете посмотреть в видео. Здесь у нас на канале есть видео, как вязать подошву для пинетки. Так, все закругления провязали. Теперь вяжем по одному столбику с накидом до следующего закругления. И вот уже на следующем закруглении снова чередуем 1 и 2 столбика до конца ряда. Заканчиваем ряд соединительным столбиком, вяжем его во вторую петлю подъема. Начинаем вязать вверх. Крючок вводим под каждый столбик последнего ряда подошвы нашей и вяжем столбик без накида под каждый столбик подошвы. Такой бортик у нас получается. Вяжем таким образом весь ряд по кругу.
Заканчиваем ряд соединительным столбиком. Вот дальше вяжем 2 воздушные петли подъема, переворачиваем работу и начинаем следующий ряд столбиками без накида. Здесь мы будем провязывать не весь ряд. Найдем впереди середину, центральную петлю находим. И от этой центральной петли отсчитываем вправо 7 петель. И здесь нам нужно поставить маркер, чтобы мы знали, где это 7-я петля. А теперь провязываем столбики без накида до этого самого маркера, который мы установили. Дошли до маркера, снимаем его и 15 следующих петель провязываем столбиками с одним накидом. Провязали 15 столбиков с одним накидом, а дальше уже до конца ряда вяжем столбиками без накида. Вяжем до конца ряда, а ряд закрываем соединительным столбиком. Следующий ряд 2 воздушные петли подъема. И там, где вот у нас начинаются впереди столбики с накидом, отсчитываем 2 петли и поставим тоже маркер, чтобы мы не забыли их провязать. Вяжем столбики без накида до этого маркера, который мы установили. Маркер снимаем и провязываем 2 петли вместе одним столбиком без накида. Вот подняли на крючок 3 петли, у нас 3 петли на крючке, и протягиваем нить через все 3 петли. Дальше вяжем рельефными столбиками. Столбики с одним накидом, делаем накид, вводим крючок под столбик с лицевой стороны и провязываем столбик с одним накидом. Следующий теперь накид делаем, крючок вводим под столбик с изнаночной стороны уже и опять провязываем столбик с одним накидом. Накид,
крючок под столбик с лицевой стороны и столбик с одним накидом. Накид, крючок под столбик с изнаночной стороны и провязываем столбик с одним накидом. И продолжаем вязать вот так рельефными столбиками, лицевые и изнаночные. Провязываем так все столбики с накидом. У нас их 15 столбиков с накидом. С этой стороны будем провязывать также 2 петли вместе. Берем одну петлю, выводим нить еще в одной петле, выводим, и потом все 3 вот эти петли, которые на крючке, провязываем вместе. До конца ряда уже вяжем столбики без накида. Заканчиваем ряд соединительным столбиком. Снова 2 воздушные петли подъема. Ставим опять маркер за 2 петли от рельефных столбиков, чтобы нам не забыть. И вяжем до маркера столбики без накида вот в этом ряду. Маркер теперь убираем, провязываем 2 петли одним столбиком без накида, как мы вязали с той стороны. Дальше будем вязать перед по рисунку рельефными столбиками. Начинаем ряд и заканчиваем лицевым столбиком, лицевым рельефным столбиком.
Вот провязали все рельефные столбики. Теперь 2 петли вместе одним столбиком без накида. И до конца ряда уже будем вязать столбики без накида. Следующие 2 ряда вяжем аналогично. Не забываем устанавливать маркеры для того, чтобы сделать убавки. Провязываем еще 2 ряда. Вяжем все столбиками без накида с боков и с пятки. И впереди вяжем рельефные столбики. Все так же точно. Всего так провязали мы 5 рядов. 6-й ряд довязываем до переда, воздушную петлю и разворачиваем вязание. И вот в эту же самую петлю мы вяжем столбик без накида. Дальше по изнанке вяжем все столбика без накида до переда с другой стороны. Вяжем все столбики без накида до этого угла. Дошли здесь до угла. Теперь поворачиваем работу на лицевую сторону. Три воздушных петли подъема. Во вторую петлю провязываем столбик с одним накидом. В следующие 2 петли провязываем еще 2 столбика с одним накидом. Всего у нас получилось 4 столбика с одним накидом. Дальше 2 воздушных петли и в следующую петлю провязываем 5-й столбик без накида. Здесь у нас будет отверстие для шнурка, по 2 с каждой стороны. Вот сюда будем продевать шнурок, вот в это отверстие и вот в это. Дальше провязываем столбиками без накида. На другой стороне оставляем 5 петель. Будем провязывать точно так же для того, чтобы сделать отверстие. Вот провязали ряд, практически отсчитываем здесь 5 петель. Петля 1, столбик без накида. Теперь 2 воздушных петли. И дальше 4 столбика с одним накидом, точно так же, как с той стороны.
Нить теперь мы можем обрезать, она нам больше не нужна. Дальше будем провязывать язычок. Присоединяемся прямо под первый рельефный столбик с лицевой стороны. Провязываем 3 воздушные петли и вяжем дальше по рисунку рельефными столбиками. Довязываем до конца ряда, набираем здесь 2 воздушные петли подъема, разворачиваем работу и первую петлю провязываем как лицевой рельефный столбик. Дальше уже по рисунку, как лежат вот петли. В конце ряда 3 воздушные петли. Первые мы провязываем как лицевой рельефный столбик. Дальше 2 воздушные петли подъема. Разворачиваемся на лицевую сторону и вяжем по рисунку еще 2 ряда. Провязали 2 ряда, а теперь обвязываем верх язычка соединительными столбиками. Наверху у меня здесь получилось, сейчас посчитаем сколько. Получилось 13 петель. Нить обрезаем. Теперь обвяжем край подошвы нитью другого цвета. Будем обвязывать столбиками без накида.
Точно так же обвяжем верх самой пинетки по боковым и по задней части. Осталось связать шнурок. Ну, в общем-то, это просто. Делаем цепочку из воздушных петель необходимой длины. Я возьму на цепочку 65 петель. Этого будет достаточно. Наши пинетки-топотушки готовы. Если вам понравилось видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите в комментариях свои вопросы, если они будут, я с удовольствием на них отвечу. Удачных вам работ и до встречи на канале, друзья!